и господа, внимание, внимание! Добро пожаловать на остров Кахая, убежище природного очарования. Здесь вас ждут незабываемые приключения. Прогуляйтесь по улочкам безмятежного города, и пусть вас не смущает, что он кажется вымершим. Главное, насладитесь видами и местным колоритом. Кахая – тихий и спокойный город с неспешным ритмом жизни. Какую бы дорогу вы ни выбрали, через парк ли или через рынок со свежими морепродуктами, знайте, ноги в любом случае сами собой приведут вас на пляж с кристально чистыми водами, яркими коралловыми рифами и богатой морской жизнью. Это место – настоящая находка для любителей погружения на глубину и изучения подводного мира. А на курортной части острова вас встретят потрясающие хижины, бассейны, множество развлечений, спа, а для тех, кто предпочитает самый роскошный отдых – вилла с видом на океан. Не забудьте посетить интереснейший кошачий храм. И обязательно с ветерком прокатитесь на лодке, рассекая воды океана и любуясь открывающимися видами. Вы настолько влюбитесь в это место, что Кахая ни за что не отпустит вас и даже заставит приобрести здесь недвижимость, даже если она вам не нужна. Шутка! Конечно же нужна! Оформите путевку прямо сейчас. Правда, есть незначительная формальность. Перед поездкой вам придется дать согласие на то, что вы потеряете все связи с близкими людьми. Информация о вас исчезнет. Но если вы все-таки умудритесь оставить Кахаю и вернуться, вы всего лишь постареете на 10 лет. Но все это мелочи по сравнению с отдыхом, который вас ожидает. Однако есть важная вещь, которую нужно помнить. Если другая семья переедет в город, где вы сейчас живете, и обоснуется в вашем доме, пока вы в отъезде, данные о... Да кому нужны эти приписки мелким шрифтом в конце договора? Хватит раздумий, соглашайтесь на все. Вы готовы к погоне за волнением? Начните свое путешествие сейчас. Кахая уже ждет именно тебя. Добро пожаловать в настоящий рай. Или ад. Черт, что там говорилось в соглашении? Вы потеряете связи с близкими, информация о вас исчезнет. Исчезнет. Трэвис узнал о Кахае из почтовой рассылки, которую он прочитал, сидя у панорамных окон, выходящих на воды Близ-Бэй в самом элитном районе. Да, отношения Трэвиса и Пенни были столь стремительны, что Трэвис оставил арендованную крошечную квартирку и основательно обосновался в роскошном особняке Пенни. Он считал, что поступил благородно. Не будет же он заставлять даму изводить себя изнурительной разлукой, верно? Трэвис сказал ей, что надо бы устроить себе праздник, например, съездить отдохнуть в Кахаю. Почему нет? Отдых им обоим пойдет на пользу. Пенни согласилась, но выразила небольшое сомнение, отметив, что медовый месяц обычно проходит после свадьбы, а не до нее. Трэвис, не собиравшийся жениться, сразу же нашелся с ответом. Неужели Пенни мечтает отметить свадьбу в пыльном городе? Куда лучше слетать на острова в романтическую разведку и оценить, подходит ли это место для самой грандиозной свадьбы на свете. Пенни была на 7-м небе от счастья. Всем большой привет! Привет! Вы на канале Не без разницы, с вами Стас и Лёша. В Инзой появился новый курортный городок Кахая, и мы не могли пройти мимо и не испытать на себе его возможности вместе с нашими аферистами из Близ-Бэй. Да и самим интересно посетить курорт. В путешествие у нас отправится Трэвис со своей новой возлюбленной, с которой у него все так стремительно развивается. Он уже живет в ее доме в элитном районе на берегу Близ-Бэй, а теперь вот приехал с ней вместе в отпуск, правда, тоже не за свой счет. Ну как сказать, часть своих сбережений он тоже добавил в общую копилку, когда переехал. Правда, эта часть не такая значительная, как у дамы его сердца, но тем не менее. Ну да, в Кахае он намерен отдохнуть, скажем так, на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая. Вот и правильно уж. Ну что ж, достаем пляжные полотенца, ласты и маски. И пора нырять в воду. К сожалению, игра действительно требует просто купить здесь какой-нибудь участок. Бедный Трэвис, ему пришлось
Вынудить Пенни купить домик. Участок обязательно нужно приобрести в собственность, поэтому Пенни на свои сбережения и на свои средства купила вот такой вот особняк в Кахае. Он расположен, прям недалеко от пляжной зоны, от воды. Поэтому, я думаю, здесь очень хорошие виды у них открываются. Первая линия. Что же, это вообще просто предел мечтаний. Кстати, я думаю, что Трэвис достаточно легко подписал все необходимые соглашения для путешествия на Кахаю, потому что порвать какие-то связи в Близ-Бэй... Да, и сбежать вообще в совершенно другой мир. Для него это вообще расплюнуть просто, да. Вот, наши герои уже здесь. Давайте осмотримся. Дом, в принципе, не такой большой. Но он, конечно, более роскошный, чем та маленькая квартирка, где жил Трэвис у нас до этого. Но, в принципе, я думаю, к духу Кахаи вполне себе подходит. Да, в конце концов, на курорте не надо сидеть дома и обживать эти 4 стены. А куда важнее пойти на пляж, в парк аттракционов, в какие-то другие досуговые места. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Но, кстати, хотелось бы сразу отметить, что тут есть детская, Пенни кажется, да? сразу купила домик на будущее, видимо, да? С маленьким детской. шалашиком, с лошадкой. Ох, Пенни, какая ты все-таки дальновидная. И давай тогда сразу отправляться на пляж, потому что очень хотелось бы заняться сноркелингом, понырять с маской и с ластами, но для начала надо, наверное, свой навык плавания развить. Не могу не испытывать небольшое негодование, потому что мы что-то вот все смотрим на мониторах, вот эту прекрасную природу и воду, а хотелось бы как-то чтобы как-то ощутите самим вот эти вот прекрасности Кахаи. Я бы с удовольствием прогулялся по набережной такой бы, съел бы мороженое. Тем более лето сейчас подходит к концу. Да. А как всегда в везунчиках у нас Трэвис. Пенни пусть пока немножко позагорает. Я не знаю, хочет ли она в принципе купаться, а вот Трэвису, да, надо испытать здесь на себе все возможности Кахаи. Да ему надо не только возможности Кахаи на себе испытать, но и смотри, ему надо зайти... А что ж в одежде-то? Прям вот так? Он так уверенно пошел, я думал, что он не успеет переодеться. И я говорил про то, что ему надо выйти из воды, и знаешь, как вот в фильмах, в такой замедленной съемке, чтобы он запустил кисть руки в волосы, с него стекала соленая вода, и на нем бы играли блики солнца, Пенни бы на него посмотрела и такая: «О, Трэвис!» Слушай, он пока не может нырять с маской, не может нырять с трубкой, потому что... Вот, навык плавания у Трэвиса должен быть как минимум уровня 1. Сейчас у него пока он на нуле. У нас шкала по чуть-чуть заполняется. Почти мы достигли серединки. Сейчас еще немножко поплывем. Но зато он может пока попробовать задерживать дыхание. Пенни пока лежит, загорает на солнце, тут начинает писать Трэвису: «Я хочу спросить, мы с тобой просто друзья или между нами еще что-то? Я просто не понимаю». Пенни, что ты не понимаешь? Мы приехали вместе с тобой в Кахаю. Вот для каких целей, как ты думаешь? Как друзья. Я думаю, знаешь, она просто увидела, как Трэвис постепенно отдаляется от нее, от берега, и плывет на другую сторону, на другую часть острова, и в сердце ее начала как-то произрастать какая-то буря эмоций. Она разволновалась. Вот Пенни не даст, наверное, спокойно отдохнуть, потому что теперь она хочет пойти в какой-то парк. Вот она уже туда его пригласила, чтобы понять, какие у них отношения, все-таки любовь или дружба. И, кстати, у Трэвиса уже подпортилось даже настроение. Он был такой уверенный, улыбчивый, а теперь нормально. Так, оказывается, нам здесь нужно следить за своей энергией, за жизненной силой, потому что Трэвис поплавал в океане, и все. И он просто уже очень сильно устал. Апатичный сразу, еле-еле ходит. Вообще прям все как в жизни. Вот я тоже так, только проснулся, встал, позавтракал и уже устал. Хочется снова отдохнуть. Трэвис, понимаю тебя. А я смотрю, Пенни тут уже отменила свое свидание в парке. Ну ладно, раз она отменила, Трэвису надо отдохнуть. Давай-ка попросим ее. Женщина настроение. Сейчас захотела так, через минуту по-другому. А я смотрю, Пенни такая, да.
раз уж мы теперь живем вместе, все будет так, как я хочу. Вот так вот, наверное, она И считает. сейчас я хочу сделать тебе массаж, а ты отдыхай, да? Несмотря на то, что Трэвис плавал в океане, там занимался развитием своего навыка плавания, Пенни такая: нет, хочу в парк. Ты что, какие у нас отношения, любовь или дружба, не пойму. Какие тонкие манипуляторские вот эти вот технологии. Вот, Трэвис пока ложится отдыхать, нужно ему восполнить жизненную силу. Ну ладно, Пенни тогда пойдет, поплавает. Ей же тоже нужно развить свой навык плавания. Так, но только Пенни надо чуть-чуть, чтобы она как-то поспокойнее поплавала все-таки, потому что... Хотя, с другой стороны, если она сейчас Оплавается, она устанет. встанет и не захочет тащить Трэвиса ни на какие там «хочу туда, хочу сюда», пусть возвращается она, вон, у нее уже энергия тратится. Да, пусть она идет сюда, сейчас быстренько заставим Пенни взять кредит, и тогда на ту часть острова переплывем на лодке. Вот это надо в серию прям вставить. Вот эти рассуждения. Это рассуждение Трэвиса. Ну да, Пенни надо бы взять, наверное, кредит все-таки, потому что здесь необходима аренда особняка, аренда лодки, там спа, рестораны. В общем, всё, что угодно. много аренды, много финансовых трат, и кредит позволит себя чувствовать уверенней. А почему Пенни? Ну, более надежный, наверное, клиент для банка. Смотри, сейчас для вас доступно 50 тысяч мяу, либо 2500 мяу. 5 тысяч? Ой, 5 тысяч, да. точно. Жаль, что не 50. Неужели нет других продуктов? 3000, 1500, ну что-то еще меньше. Не совсем немного, у вас есть большое количество, вот именно. Извините за недосмотр, прямо сейчас 15 тысяч, либо 10 тысяч мяу. Давай-ка возьмем 15. Что же мелочиться, да? Все, 15 тысяч мяу добавлены к ним в бюджет. Ладно, Пенни, ты будешь тогда, наверное, рассчитываться. Она сразу стала нервной, наверное, из-за кредита. Пенни, не переживай. Все будет в порядке. Итак, что вы нам можете предложить? Вот, катамаран. Катамаран подходит. Если что, вечером Пенни, наверное, может взять еще один кредит. На спа, например. 10 тысяч. Берем. Подожди, а Пенни, а как же Пенни? Беги, Пенни, скорее, пока катамаран не отплыл в счастливую жизнь без тебя. Не уплывай. Смотри-ка, можно вместе. Отлично. Ну что, поплыли тогда? Как быстро. И как стремительно. Прям вот как отношения Трэвиса и Пенни. Главное не разбиться о рифы. А куда можно? А вот туда прям вот вообще далеко хочется, мне кажется, да? Ну, я думаю, здесь совсем далеко-то и нельзя. Ну, Давай попробуем. Попробовать посмотреть вообще, насколько нам доступны эти просторы. Ну, давай. Интересно, до тех островов каких-то можно добраться? Все, врезались. Поворачиваем назад. Ну что ж, было интересно узнать, насколько далеко может Трэвис уплыть на катамаране, арендованном на деньги Пенни. А смотри, там какой-то островок маленький есть. Давай-ка попробуем до него доплыть. Мне кажется, мы тоже не можем туда. Наверное, можем. Вот он у нас прямо по курсу. Ну надо же, действительно смогли. Только чем тут заниматься? Так, ну давай сойдем на берег и посмотрим. Пенни, вот только Трэвис сошел с корабля и начинает ему писать. Боюсь, воспоминания о наших отношениях сотрутся. Ну почему? А Трэвис тем временем получил коллекционный предмет «Деревянная удочка». Ей просто очень скучно сидеть одной на корабле. Смотри, здесь можно что-то раскопать. Место для раскопок какое-то. Состояние сильной тревоги и напряжения, которое вызывает беспокойство, потому что он на пустынном острове. Вот нашел какой-то камень. Ну ладно, я думаю, что на этот остров нам надо будет вернуться и попробовать поискать тут еще какие-нибудь камни. Может быть, среди них будет что-нибудь драгоценное, например. Мы бежим на ресепшн курортного городка. Правильно, чтобы взять еще что-нибудь в аренду. Ого, посмотри, какое... Ой, это акула в аквариуме. Так, самостоятельная регистрация в курортном отеле. Самостоятельная? Мы должны это делать сами? Так, ну что мы берем? Давай премиум виллу с видом на океан. Но можно взять 3 ночи, но не обязательно все 3 ночи там жить, да? Ну правильно, да. Ну посмотрим, конечно. Так, информация о регистрации. Здравствуйте и спасибо, что выбрали наш курорт. Вы можете вернуться в свой номер в любое время. Ёкать на жилье. Так, а Пенни не может ёкать на жилье. Она, кстати, тоже может арендовать что-то для себя, например. То есть она не может уже с Трэвисом заселиться? Нет, бежим за Трэвисом. Где он? Пенни, беги скорее! Мне кажется, он куда-то сюда повернул, нет?
Бедняжка Пенни. Трэвис пишет: я обещаю, что найду тебя снова. Даже в следующей жизни. Даже в следующей жизни. Ну, что-то я не пойму, где здесь вид-то на океан хороший открывается. Только вот здесь, из этих окон. Подожди, и то на бассейн. на второй этаж надо подняться и посмотреть, что на втором этаже. Ну а что, чем плохой вид? Вполне себе. Ну да. О. Отлично. Хотелось бы узнать, какие еще тут развлечения есть. Ну пойдем тогда походим по территории этого курортного городка и посмотрим, что здесь есть еще. Какие услуги нам тут могут предложить. Я надеюсь, что здесь есть массаж, надеюсь, что здесь есть спа, надеюсь, что здесь есть грязевое обертывание или, может быть, обертывание из шоколада. Мне кажется, это для Трэвиса прекрасно подойдет. Так, здесь можно поесть. Сразу отмечаем место возле бассейна. А вот, спа. Отлично. Туда. Вот туда мы и пойдем посмотрим, что там. О, вот, посмотри, какое место для развлечений. Здесь Боулинг. и бильярд. Бильярд, боулинг. А вот это что такое? Это какие-то игровые это игровые автоматы. автоматы. Так, смотрим уведомления о спа-курорте. Тепло, приветствуем вас на нашем курорте. Испытайте глубокое расслабление и восстановление в уединенном спа-центре. Это включает в себя 3 специализированные зоны. Зона массажа, зона ухода и зона релаксации. Зона ухода. Насладитесь комфортом рефлексологии и ухода за телом. Так, ну чтобы восполнить свою энергию, пойдем тогда на массаж. Здесь же можно массаж сделать, да? Получить аромамасляный массаж всего тела, спортивный и глубокий массаж. Мне кажется, глубокий тоже интересно. Правда, скорее всего, он болезненный, потому что, наверное, там прям все мышцы разминают. Ну что ж, попробуем. Да, давай посмотрим. Ну, я смотрю, энергия-то особо и не восстановилась. И у вот это Трэвиса. все, это вся продолжительность массажа, а мы заплатили за это 300 мяу. Ради этого, между прочим, Пенни кредит взяла. Вот так вот тебе. Я не понял, он порадовался или наругался на нее? Так, а здесь у нас сауна. Насколько безопасно дремать в сауне, мне кажется, они как-то не очень продумали этот момент. Некомфортно, потому что у него был неудачный массаж. Это было вредно для спины. А, собственно, значит, он все-таки поругался на массажистку, да? Интересная тут опция. Можно использовать бомбочку для ванны, можно принять романтическую ванну, а еще можно ее помыть. Да, вымыть ванну. Вот это интересная услуга, конечно, у этого комплекса. Ну и, собственно, все. Больше здесь ничего и нет. Только вот такой неудачный массаж, спа и вот такая вот ванная. А тут мы заметили кое-что интересное. Пенни как раз сейчас туда и отправится. Какая-то гоночная трасса. Мы решили испытать интуицию, не смотреть статистику и просто выбрать... Вот наша, да? Нет, черепашка? мы выбрали Дейзи, которая вот добралась второй. О, Трэвис тут уже стоял, болел. Он сейчас тоже приобретет вот эти специальные монетки, чтобы можно было поучаствовать в каких-то раскопках сокровищ. Трэвис сходил все-таки у нас в спа. Энергию он здесь не восполнил. Ему стало совершенно некомфортно из-за того, что массаж был вреден для спины. Ну, от расстройств Трэвис пошел поиграть в боулинг немного. И еще больше, наверное, расстроился. Вообще не сбил ни одну кеглю. Так, а что там Ну-ка, у Пенни? Пенни. Получится у нее? Во, Пенни, молодец. Все кегли. Знаешь, все дело в том, что я обратил внимание, что Трэвис схватился за поясницу. Видимо, его так размяли на массаже, что он уже не может нормально играть в боулинг. А вот Пенни не может никак попасть на виллу, которую снял Трэвис. Похоже, Трэвис снял ее только для себя. Но вообще это, конечно, большой недостаток. Что тут Трэвису одному делать в этой большой вилле? Нет, он, конечно, тут может найти, чем заняться-то здесь. Ну, а Пенни, получается, останется у нас на улице. Но есть какая-то в этом несправедливость. Особенно посмотри, чуть-чуть если развернуть камеру, там такая пугающая тень. Мне кажется, даже немного страшно будет здесь оставаться одному. Но, с другой стороны, деньги-то уже потратили. Тем более деньги Пенни. Уплочено. Уплочено, да. Нельзя же так взять и выбросить это все на ветер. Тогда для чего здесь вот наряду со спальней еще одна спальня и еще несколько кроватей, ну, например, для других членов семьи, которые сюда вообще никак не могут попасть?
С другой стороны, не хочется, чтобы денежный вопрос разлучал Трэвиса и Пенни. В конце концов, несмотря на то, что эта вилла настолько роскошна, что хочется здесь остаться, Трэвис прекрасно понимает, что только его личное присутствие может согреть сердце любимой, и впоследствии она еще сможет даже взять кредит. Потому что вот так он останется здесь, и что? У Пенни разобьется сердце. И тогда Трэвис, тоже огорчится, расстроится. Да, поэтому Трэвис отправляется в свой особняк на другом острове Кахаи, куда уже отправилась Пенни. Не будет он здесь оставаться. Да, как-то это не предусмотрели разработчики, чтобы вся семья могла жить на одной вилле. Может быть, мы, конечно, какую-то там не нашли специальную вкладочку, но... А там не было никаких вкладочек, там можно просто было снять. Но разбираться в этом нет никакого желания. Мы хотим быстрее отправиться к Пенни. У нас наступило утро. И с самого утра уже на столе для ремесленных работ Трэвис делает себе кирку, потому что мы были на необитаемом острове и видели там кучки, где можно раздобыть какие-нибудь драгоценные камни. Ты так воодушевленно и позитивно об этом говоришь, а вот я считаю, что это жуткая несправедливость. Мы в курортном городе Кахая, где пляж, солнце, всякие удовольствия, и надо за этим верстальным столом стоять. Да это что ж такое? То есть ты в этом видишь какую-то несправедливость? Конечно. Но Трэвис же это делает для себя. Точнее, Трэвис делает это для Пенни, потому что я думаю, что он попозже захочет вручить эту кирку Пенни, чтобы она, собственно говоря, и позанималась кладоискательством, а Трэвис мог бы отдохнуть на пляже. Не знаю. А если... кстати, коллекционный предмет готов. А если Пенни найдет драгоценные камни... Что, она их Трэвису отдаст? Нет, она такая: ой, Трэвис, держи, вот я для тебя нашла. Конечно, оставит себе, куда-нибудь в сейф их уберет. Так что пусть Трэвис, наверное, сам их ищет все-таки. Пенни пока у нас готовит завтрак. К сожалению, здесь готовить можно только на одну персону. Пока это еще игрой не предусмотрено, готовить на целую семью. Да, и заселяться вместе с семьей тоже не предусмотрено. Да. Какое-то тут торжество просто индивидуализма. Эгоизма. В том числе. Да, в том числе и эгоизма. Поэтому Пенни просто с 2 заходов готовит завтрак. Вот одну тарелку уже изготовила, Трэвис садится завтракать. Он увидел готовую еду, говорит, и вот... Кстати, вчера Трэвису пришло сообщение от некого социального подразделения Кахая, и ему прислали вилы, там семена помидор и лейку. Так что здесь, на своем участке, можно тоже что-то будет уже посадить. Мы хотим сейчас, чтобы Трэвис купил себе мотоцикл. Наконец-то можно здесь покупать мотоциклы. И хотим немножко покататься по этой части города, где у них находится дом, потому что все-таки курортную мы уже посмотрели. Не полностью. Не все мы, конечно, посмотрели, но город мы вообще не посмотрели, а мотоцикл, мне кажется, поможет нам скрасить немного вот это путешествие, и интересно было бы посмотреть на инфраструктуру города. Так, давай смотрим, что здесь можно купить. Можно купить электросамокат, подержанный самокат. Это нам не подходит. Мотоцикл. Я предлагаю сразу скроллить вниз. Спортивный мотоцикл за 7500, например. А вот эти... Это БУ. Это несерьезно. Вот это подходит. Покупка транспорта успешна. Интересно, если мы будем из Кахая возвращаться, он у Трэвиса должен же остаться, правильно? Это было бы странно, если бы он не остался. Хотя, с другой стороны, куда нам теперь возвращаться? Неизвестно, что там нас ждет в другом городе. Точнее, понятно, что там ничего не изменится, а вот мы постареем на 10 лет. Здрасте, Аманда там все-таки осталась у нас. Так, вот мы выехали в город. Надо как-то аккуратно теперь управлять этим мотоциклом, потому что он очень скоростной. Да надо поддать газку и ехать вперед, навстречу приключениям. А вообще хочется сказать, что город-то на самом деле не такой уж и... Ой. Случайно. Случайно врезались, ничего, бывает. Произошла авария. К счастью, Трэвис Брок не слишком пострадал. Все могут попасть в такую ситуацию, но авария всегда потрясает до глубины души. Так вот, а мысль была о том, что город сам по себе вроде бы и не очень богатый. Сами прибрежные зоны, они, конечно, роскошные. Прекрасные виллы, отличные виды. А вот сам городок достаточно простой и достаточно такая скромная застройка.
какой-то немножко побитый старый асфальт с какими-то такими заплатками. Ну, в целом, как и такой, наверное, любой курортный город. Это что вообще за картина такая? Пенни пошла сажать помидоры. Пока Трэвис Но катается. если Трэвис будет кататься слишком долго, боюсь, что Пенни может его встретить именно с этим атрибутом. Смотри, какая здесь у нее теплица хорошая. Вот. Поэтому попробуем посадить, да, здесь помидоры на своем участке. Ну, посмотрим, пока мы здесь все равно в отпуске находимся, вырастут ли помидоры за это время. Знаешь, вообще интересный отпуск. Вместо наслаждения на пляже Пенни занимается садоводством. А ты знаешь, может быть, даже это уже и отпуском-то назвать нельзя на самом деле. Потому что если здесь сразу предлагается купить себе какой-то участок, то есть получается, сюда можно на постоянку переехать. Так, Трэвис у нас прибыл в какой-то парк, который находится в центре этого города, и вот здесь сразу есть место, где можно покопать киркой. Посмотрим, получится ли у нас с помощью инструмента теперь понаходить какие-нибудь драгоценные камни, а то в прошлый раз Трэвис нашел только обычный какой-то камень. Ну, что здесь? Медный минерал. Медный минерал получше. Ну уже что ж, хотя это бы. уже получше, чем обычный камень. А вообще мне хочется, знаешь, что больше всего в этом городе увидеть? Что здесь у нас такое самое главное? Храм кошек? Храм кошек, Храм да. кошек. Вот туда мне очень хочется сходить, посмотреть, что там за кошки такие. Но это на другой части острова, для этого нам опять надо, наверное, арендовать лодку. Смотри, здесь и рыбу половить можно в этом парке. Но Трэвис не будет этим заниматься. Ну, что с этой рыбой-то? Зато мы можем найти какой-нибудь драгоценный камень. Итак, мы снова на нашей яхте плывем на курортную часть Кахаи. Ну, на самом деле здесь плыть недолго. Лодка тоже, как и скутер, который приобрел Трэвис, очень скоростная. А вот мы с Трэвисом и Пенни прибыли в какое интересное место. Здесь кошки. Ну да, кстати, здесь кошек очень много. Это какой-то вот храм кошечек. Это, конечно, сугубо мое личное мнение, но я считаю, что в любом городе не помешал бы вот такой вот храм с такими вот статуями кошек, и чтобы там кошки ходили, мне кажется, это было бы очень интересным местом. Хорошо, что здесь в Кахае есть такой храм, а мне нравится, как он выглядит, он как-то немноголюдный, зато здесь кошки есть. И смотри, здесь можно зажечь ладан и еще и помолиться. Ну, мне кажется, это занятие хорошее. Я вполне себе удовлетворен. А что тут еще, собственно говоря, с кошками надо делать? Вот можно погладить, можно помедитировать с кошкой. Ну, в общем, такая вот небольшая интерактивная зона. Итак, Трэвис уже в маске. Давай попробуем. Что тогда? Начальный курс по подводному плаванию. Так, ну, посмотрим, в чем он заключается. Ой, красиво. Да, прикольно. А это что такое? Вот это? Это, наверное, лодка лежит какая-то потонувшая. Некрасиво. Ну, недолго прям совсем. Давай еще пробовать. А где у нас Пенни, кстати? Она тоже в маске. Пенни, ну-ка давай-ка тоже ныряй. Она пока может вот так только практиковаться. А прикольно было бы, если бы можно было что-нибудь подобрать. Там, не знаю, кто-нибудь уродил, не знаю, кольцо с бриллиантом. Ну да, какой-нибудь, правда, драгоценность, например. Или сундук какой-нибудь найти с сокровищами. да. Это было бы интересно. Ну, можно, например, в другую часть тогда сейчас отправиться. Здесь мы посмотрели, в принципе. Поплавали, лодка рядом с нами. Так, Пенни уже практически доплыла до берега, она домой собралась почему-то. Ну, захотела домой, ну ладно, Пенни, иди тогда домой. Ну, куда хочешь, туда иди тогда. Только она потом опять начнет писать Трэвису всякие сообщения. Ну, а что, мы друзья или, может быть, что-то больше? По-любому начнется. Да, Вот сейчас да. она только доберется до дома, ляжет где-нибудь там во дворе И возле только бассейна. возьмет, да, в руки телефон, и все, и начнется атака телефонными сообщениями. Ну, а вот здесь уже все намного поскромнее. Зато это правда, а почему там забор? Интересно просто, это что значит? Это настолько уровень воды тут поднялся в какой-то момент? И, может быть, там были какие-то жилые дома или что-то там было? А может быть, что-то затопило здесь? Было бы еще неплохо, если бы можно было персонажем управлять под водой. А
то он просто ныряет, получается. Да, это было бы вообще супер, можно было бы проплыть туда, вот как бы вот этого не хватает. А посмотри, какие красивые кадры, мне очень нравится, как солнце там над водой светит, и как здесь вот играет красками. Ну да. Мир очень красивый, кстати. Это уже считается глубоководной зоной, и тут как-то вот уже и водоросли. Там что вдалеке, не пойму. Что-то тоже Там, наверное, интересное. тоже что-то лежит, какая-нибудь лодка. Тут вот и медузки плавают, рыбки плавают. Черепах, кстати, я тут не видел. Роботы-черепахи тут есть в спа-отеле, а тут не плавают. Но сейчас уже вечереет, и посмотри, солнце немножко по-другому отражается в воде. Ну, вообще красиво. Вот это правда красиво, это мне нравится очень. Над водой здесь хорошо, конечно. Постарались, Кахая просто радует этим. Так, а вот здесь вот уже опасно. Да, здесь экстремально. Так, что, нас не едят еще пока что? Ну, пока вроде бы, может быть, они сытые. Ну, они такие, Хотя- если честно, они такие крупненькие. Вроде как они, я думаю, не голодают здесь. Может быть, поэтому тут так немного туристов. Ой, смотри, вот это прям рядом плавает и плавает кругами. Может быть, поэтому вначале нужно было заполнить согласие, что вы можете исчезнуть, все дела. Возможно, вы можете исчезнуть в желудке у акулы. Вот, посмотри. Ради таких видов стоит жить. Определенно. Стоило посетить Кахаю ради такого Да, вида? это правда очень красиво. Так, ну и наведаемся на этот вновь пустынный необитаемый остров. Ну да, Трэвис зря себе кирку, что ли, сделал. Сейчас будет тут искать... Ой, это золотой рудник. Ух, я надеюсь, что мы что-то найдем. А смотри, здесь тоже как-то все отражается, прям даже не отражается, а сияет какими-то разными цветами. Может быть, тут действительно будут какие-нибудь сокровища. Ну да, Трэвис сможет сказать Пенни, что просто хорошо поплавал. Наверное, это все-таки не для его уровня, ничего он найти не может. Нет, нашел. Что нашел? Все-таки он опять нашел какой-то медный минерал. Так, ну как-то уже опасно стемнело, и Трэвис очень нервный, потому что находится на необитаемом острове. Ну ничего, Трэвис, не переживай, вон там детские кроватки из картона. Да, там какие-то кровати из картона детские. Да, что Можно что, мне поспать. кажется, очень даже успокаивает. Значит, здесь какие-то, может быть, призраки злобных детей. Ну или, может быть, история более позитивная, и тут был какой-нибудь там Том Сойер с Гиггельбери Финном. Так, ну попробуем все-таки приобрести билет на поиски сокровищ, потому что мы эту валюту купили и так и пока ею не воспользовались. И не раз уже вспоминали про этот автомат, тем более на дне моря мы не нашли никаких сокровищ, ну так, может быть, хоть тут нам что-то предложат. Вот, смотри, в чем дело. Благодарим вас за участие в охоте за сокровищами. Охота за сокровищами проходит на протяжении всего курорта и позволяет вам находить как можно больше сокровищ, зарытых на острове. Здесь вы можете найти даже особенные сокровища. Так что... Хорошо они придумали. Занимайтесь этим сами. Ну, вот вам небольшой бонус. Может быть, вы найдете что-то интересное. Понятно, в общем, мы должны купить что-то типа сертификата для того, чтобы наш шанс на поиски чего-то достойного увеличился. Время уже позднее, Пенни давно дома, и Трэвису тоже надо отправляться домой. Да и вообще, в Кахае они, в принципе, отдохнули, и надо, наверное, возвращаться к себе обратно в Блисбей. Да, но про Кахая тоже не стоит забывать, потому что Пенни сегодня постаралась и высадила помидоры в теплице. Да. Наверное, они скоро взойдут, погоды тут стоят хорошие, но дома, как говорится, лучше. Ну и пока Трэвис стремительно мчит к Пенни и в свой дом, друзья, мы на этом заканчиваем серию. Спасибо, что были с нами, спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно поделитесь своими впечатлениями о Кахае, что вам здесь понравилось, что приглянулось и чего вы ждете от бурно развивающегося романа между Трэвисом и Пенни. Ну и вообще напишите в комментариях, попробовали ли вы уже это новое бесплатное дополнение для Инзой, и как оно вам, что вам здесь понравилось, что не понравилось. Да, и мы можем это обсудить, будет интересно прийти к какому-то
какому-то мнению по поводу этого нового дополнения. И обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы всегда публикуем какие-то интересные новости, сообщения, какие-то предстоящие активности и проекты. Приглашаем вас и будем вас там ждать. Ссылки на наши каналы находятся в описании к этому видео, и вот QR-коды на экране. На каналы, потому что у нас еще есть Boosty, где мы все ролики выкладываем для вашего удобства, если по какой-то причине вы не можете посмотреть это на YouTube. И до скорых видео, друзья. Всем пока. Пока.